Мужчине в жизни должно повести 3 раза. От кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. А всего остального он добьется сам. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, и помогаю моим клиентам становиться увереннее в себе и построить счастливые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, что такое жизнь в отношениях с женщиной-абьюзером, как женщины обесценивают мужчин, историю моего клиента Леони и его жены Марины. А в конце видео я расскажу способы, как можно избавиться от абьюза и построить здоровые отношения. Представь себе, ты возвращаешься домой после напряженного дня, искалеченного испытаниями и проблемами. И все, о чем ты мечтаешь, это немного тишины и спокойствия. Ты как обессиленный герой боевика. Плюхаешься в кресло и бах! Твоя девушка врывается, как смерч, с упреками. Ты чего это отдыхаешь? Ты пришел, только что выдохнул, рад, что этот день заканчивается. Ты надеялся на отдых и поддержку, а встречаешь упреки и обвинения. Ты пытаешься объяснить, что устал, но она не останавливается. Ты всегда устаешь, да ты просто ленивый. А про меня ты подумал? Ну, прям как удар ниже пояса. Твои чувства, твоя усталость, все обесценено в одно мгновение. Ты чувствуешь, как твоя самооценка на дно опускается. И ты сам словно побитая собака. Ты вспоминаешь и другие моменты, когда твои усилия были встречены равнодушием, когда твои успехи игнорировались. И ты чувствуешь, что сделал недостаточно и думаешь, а какого черта? Почему она не ценит мои старания? Это женский абьюз. Давай посмотрим на эту ситуацию на примере моего клиента Лёни. Лёня– 37-летний архитектор из Санкт-Петербурга. Он всегда отличался спокойствием и уравновешенностью, успешно совмещал работу и личную жизнь. Однако его жизнь изменилась после встречи с Мариной. Марина– 33-летняя менеджер по продажам, энергичная и харизматичная женщина. Их отношения начинались как в сказке, но постепенно обернулись кошмаром. Марина начала систематически унижать и обесценивать Леоню. Это поведение можно было проследить в ее прошлых отношениях и в детстве. Ее первый муж использовал ее финансово и бросил, отсудив все деньги. Ее второй муж оказался инфантильным парнем, который постоянно перекладывал ответственность на Марину. Марина росла без отца, но свое детство идеализировала, хотя оно было полно вытесненных травматических воспоминаний и непростых отношений с мамой. Леня изначально старался помочь Марине, но вскоре понял, что оказался в ловушке абьюзивных отношений. Их отношения были основаны на нарциссическом контроле. Леня обратился ко мне за помощью, и мы вместе на моей онлайн-группе работали над его самооценкой и установлением личных границ. Он научился распознавать признаки абьюзивного поведения. Со временем Леня научился отстаивать свои границы и противостоять деструктивному поведению Марины. Это помогло ему восстановить уверенность в себе и понять, что здоровые отношения строятся на уважении и поддержке, а не на вечном «мужчина должен». Марина не только стремилась к контролю Лени, но и использовала манипуляции и эмоциональное насилие, чтобы полностью доминировать в отношениях. Как же узнать такую Марину? Такие девушки могут выглядеть вполне себе уверенными, но они склонны к критике бывших, отказу от извинений и перекладыванию ответственности. Связь с таким человеком может привести к ухудшению самочувствия, вплоть до депрессии и истощения. Если после встречи с такой дамой ты чувствуешь себя как выжатый полотенчик, перед тобой женщина-абьюзер. Обычно такие девушки выбирают ярких и успешных мужчин, но со временем доводят их до эмоционального истощения. Они используют тактики психологического насилия, заставляя жертву сомневаться в себе. Если ты хочешь получить консультацию и записаться в мою группу, то заполни анкету предзаписи. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии под видео. Сама консультация бесплатная и поможет тебе найти ответы на тревожащие тебя вопросы. Как женщина обесценивает мужчину? Разберем на примере. Первое. Начнем с классики. Мужчина вдруг начинает что-то менять в своей жизни, развивается, растет над собой. И тут, как гром среди ясного неба, женщина начинает докапываться. А зачем тебе это? Все же и так хорошо. Да забей. Звучит, может показаться как забота, но на деле это попытка удержать тебя на привычном уровне. Она как будто говорит: ты без моего контроля никуда. Я знаю лучше. Ой,
А кто тут у нас такой умный стал? Если мужчина начинает интересоваться чем-то новым или делиться своими успехами, то вместо поддержки он получает иронию и скепсис. Возможно, такие слова могут показаться шуткой, но на самом деле это маскировка и недоверие к твоим новым увлечениям или успехам. Да ты без меня никто! Женщина может начать обесценивать достижения мужчины, сводя все к тому, что без нее он бы никогда не достиг этого. Это иллюзия контроля, вызывающая зависимость мужчины от ее мнения и одобрения. Да ты всегда такой был, просто я не замечала и не говорила тебе об этом. Когда мужчина начинает меняться не в том направлении, которое хотела бы женщина, она может начать обесценивать его прошлое и говорить, что всегда видела в мужчине только плохое. Это способ заставить мужчину чувствовать себя виноватым за то, что он не соответствует ее ожиданиям. А помнишь, как ты... Абьюзерши используют прошлые ошибки и неудачи мужчины как вечный аргумент в спорах. Женщина постоянно напоминает мужчине о них и тем самым не дает возможности двигаться вперед. Это стратегия, которая заставляет мужчину чувствовать себя вечным должником. Подавая все это под соусом заботы или любви, на самом деле такое поведение подрывает уверенность мужчины в себе и его самооценку. Не забывай, отношения – это партнерство, а не соревнование в том, кто кого переиграет и у кого длиннее или глубже. Почему мужчина не видит женский абьюз в отношениях? Общество частенько рисует образ мужчины как неприступную крепость, невосприимчивую к эмоциональным бурям, но на деле это все не так. Эти стереотипы подталкивают мужчин прятать свои чувства и страдания, словно это что-то неправильное. Какие могут быть последствия от женского абьюза? Мы говорим о серьезном ухудшении психоэмоционального состояния, чувства изоляции и непонимания, развития депрессивных и тревожных расстройств, да и в целом, нередко все это выливается в проблемы в отношениях. Как выбраться из абьюзивной зависимости? Первый шаг – это признание проблемы и решение прекратить такие отношения. Важно помнить, что абьюзеры создают иллюзию контроля и зависимости, и выход из этих отношений часто требует профессиональной поддержки. Второй шаг – оплакивание утраты. Это признание и принятие боли от разрыва. Это трудно, но необходимо для восстановления. Третий шаг – осознание себя. Это понимание, что ты уникальная личность с собственными потребностями и желаниями. Четвертый шаг – стоп-кран для абьюзера. Необходимо четко и ясно установить свои границы и отказаться от деструктивного поведения партнера. Это может быть сложно, но твое благополучие и самооценка гораздо важнее.